Привет! Мне часто задают вопросы касаемо работы с эпоксидной смолой, поэтому те, кто смотрит мои видео чисто ради удовольствия, потерпите чуть-чуть, и это видео будет вновь немного таким техническо-теоретическим. Но вы тоже можете его посмотреть, чтобы лучше понимать, что я делаю. А внизу в закрепленном комментарии я оставлю тайм-коды, чтобы вы могли посмотреть, что будет в этом видео, и если вас интересует что-то конкретное, сразу перейти на этот момент. В этом видео я постаралась ответить на все ваши вопросы о силиконовых формах. Какие бывают, где взять, почему изделия бывают матовые из них, как сделать, как мыть и кучу другой информации. Короче, все, что я знаю, все, что я узнала за свой собственный опыт. Вот это все мои силиконовые формы, которые у меня есть на сегодняшний день. Накопление за 4 года. В основном формы бывают для полимерной глины, для кулинарии, для шоколада и мастики. И в последнее время появляется все больше и больше форм для эпоксидной смолы. В принципе, все их можно использовать для смолы, но есть одна большая разница. Формы для эпоксидки и большинство форм для шоколада глянцевые, тогда как формы для полимерной глины и под лед матовые и, соответственно, дают такой же результат. Вот, например, форма для смолы. Видите, какая она блестящая внутри? И результат из нее будет таким же глянцевым. Или вот еще один пример, но про подобные формы мы поговорим чуть позже. А вот форма для полимерной глины. Она матовая внутри и дает матовый результат. Я, например, использовала ее для жидкого пластика. Вот забор и дельфин. Можете сравнить. Одна для глины, другая для смолы. Вот такие очень прозрачные формы, просто ужасные, и брать их вам я не советую. Их материал немного отличается от того силикона, который обычно используют, и вынимать из него изделие очень сложно. Они прилипают к нему так, что ни мыльная вода, ничего другое, ни масло, вообще ничего совершенно не помогает, и мелкие детали ломаются. Поэтому я с большим трудом аккуратно вынула из них все, что залила. Это получилось сделать только разрезав их. И по этим отливкам я сделала уже свои силиконовые формы. Вот такие полупрозрачные формы самые лучшие, на мой взгляд. Они со временем могут помутнеть. Не знаю пока от чего, но на результате это у меня никак не отражается. Еще есть формы, они супер глянцевые, и на них смола сама собирается в капельки или затекает в форму, если вы капнули мимо. Вот эти формы вообще шикарные, но при покупке бывает очень сложно предугадать, из какого силикона будет сделана форма. Ничем смазывать силиконовые формы перед заливкой в них смолы не нужно, потому что либо это не даст смоле должным образом затвердеть, либо на вашем изделии останутся разводы или какие-то пузыри. Если у вас на силиконовой форме есть пылинки или она прям вся у вас в пыли, ее надо вымыть. Иначе это все останется на вашем изделии. Лучше всего формы моются с жидкими моющими средствами, будь то жидкое мыло, шампунь, гель для душа или жидкость для мытья посуды. Когда хорошо промоете формы, оставьте их сушиться самостоятельно. Не нужно вытирать их ни полотенцем, ни салфеткой, потому что от них могут появиться наши враги – пылинки. После того, как формы высохнут, либо можно приступать к работе, или же, если вы не планируете сейчас работать, я советую вам убирать формы в чистый пакет или в файлик, чтобы формы сохранились идеально чистыми до того момента, как вы захотите что-то заливать. Теперь про то, как сделать силиконовые молды. Есть дешевый вариант сделать это из герметика, и есть вариант подороже из более профессиональных материалов. Я в одном из своих видео уже делала силиконовые формы из герметика, и могу сказать, что это относительно увенчалось успехом. Я буду пробовать вот такой силикон и силиконовый герметик. Сначала герметик. Есть вариант с мыльной водой. Для этого в пустую воду добавляется любое жидкое мыло в достаточном количестве, и туда выливается герметик. После этого на нем создается словно защитная пленка из мыла, и он якобы становится не прилипающим. Но руки и та вещь, с которой вы хотите сделать слепок, тоже должны быть промылены. Иначе герметик будет прилипать, а отмывать его не так просто. Поэтому я все-таки решила надеть перчатки.
Еще есть вариант замешать герметик с крахмалом. В каких пропорциях я нигде не нашла. Все это делают на глаз и по ощущениям. Вымешиваю и утапливаю туда модель. И жду, пока все это высохнет. Герметик с крахмалом не сумел передать все мелкие детали. Герметик с мылом приклеился и порвался. Чего я не так делала? Я взяла силикон и повторила с ним две эти техники на стеклянных кабошонах. Сначала мыла, причем тут одну стекляшку я так и залепляла, а другую смазала вазелином. То же самое с крахмалом. Здесь я добавила заметно больше крахмала, так что массу можно было спокойно месить голыми руками. Одна стекляшка с вазелином, другая без. Посмотрим, что из этого получится. Просто силикон прилип. Просто силикон с вазелином прилип. А вот силикон с крахмалом дал результат уже получше. Форма хотя бы отклеилась, но не очень хорошо. Но залить эту форму я попробую. И герметик, крахмал и вазелин, все очень хорошо отошло. Но только форма ни разу не глянцевая. Глянцевого эффекта, как ни крути, из такой формы не будет. Еще один интересный вариант – сделать силиконовые формы с помощью горячего клея. Я наклеила элементы на липкую сторону малярного скотча и стала заливать их клеем. Единственная сложность здесь – пузыри воздуха, которые образуются внутри и не выходят. Эти формы застывают очень быстро, и изделия от них отходят очень легко. И когда заливаешь смолой, результат получается вполне себе ничего. Вот только мне все испортили пузыри воздуха. А чтобы заливать силиконом из клея пистолета без пузырей, нужны железные нервы. Следующий вариант – вот такая силиконовая паста итальянского производителя. Эту штуку можно отнести уже к уровню выше любительского, хотя работать с ней очень легко. Две части пасты нужно смешать 1 к 1. Паста не липнет к рукам, а если вы положите часть на что-то, начнет растекаться, но все равно легко отходит. Очень легко мнется, и ее надо вымесить до однородного цвета и потом погрузить в нее заготовку. Все. Остается дождаться высыхания. На упаковке написано, что она сохнет 15 минут, но у меня за 15 минут ничего никогда не высыхает, поэтому я оставляю на полчаса. Сзади она очень гладкая и ровная, и спереди все очень удачно. Видите, как четко виден край нашей заготовки на этой форме. Вот только глянцевость эта масса не передает, что очень жаль. А для тех, кто лепит из полимерной глины, она подойдет шикарно. И самый, наверное, профессиональный вариант – формовочный силикон. С ним очень легко работать, но так как это уже серьезный материал, цена у него соответствующая. Нужно смешать силикон и отвердитель. В инструкции указаны пропорции 100 к 5, но в таком случае он застывает очень уж быстро, и поэтому сложно успеть хорошо все очень перемешать и залить эту массу. Он начинает загустевать на моменте отливки, и получается какая-то фигня с пузырями. Но в инструкции сказано, что допустимо смешивать в пропорциях 100 к 3, тогда время загустевания силикона увеличивается, и мы можем грамотно выполнить отливку.
поэтому я всегда делаю 100 к 3. Но перед этим надо выбрать форму с плоским дном, в которую вы будете заливать силикон, и на дно поместить заготовку. Ее можно приклеить на капельку горячего клея или на двусторонний скотч. Замешиваю силикон и заливаю кольца. Плюс жидкого материала перед всеми остальными, которые я показала вам сегодня, заключается в том, что он гладко заполняет всю поверхность снизу, и так как это жидкость, идеально ровно распределяется сверху. Итого мы получаем форму с ровным дном и ровной поверхностью сверху. Надо обязательно простучать форму, чтобы все пузыри, которые появились при смешивании, поднялись наверх. Такой силикон идеально передает всю поверхность залитой заготовки, и когда мы заливаем в него смолу, дает точную копию отлитой заготовки. Можно заливать и несколько фигур сразу, чтобы иметь единую форму и за один раз, например, создавать коллекцию. Самое главное здесь подобрать заготовки примерно одинаковой высоты, чтобы у вас не шла трата силикона впустую. Мой вам совет: не мучайтесь вы с этими домашними способами. Если вы на профессиональном уровне работаете с эпоксидной смолой или полимерной глиной, то лучше купите хороший силикон. Да, это будет дороже, но вы сэкономите свое время и нервы, а формы, полученные из него, прослужат вам намного дольше. Плюс, если есть вариант, что заготовка прилипнет к герметику и вы ее потеряете, я не всегда готова жертвовать своими единственными экземплярами чего-либо. Если вы хотите сэкономить на том, что купили одну силиконовую форму и решили сделать из нее много силиконовых форм, лучше купите сразу столько, сколько надо. Если вам нужно сделать один раз какую-то там силиконовую форму, и у вас как раз-таки есть клей-пистолет, попробуйте с ним. Только берите самый дешевый клей для этого, потому что именно он, как правило, ничего не приклеивает, а только застывает и легко отходит от всего. Только лучше проверьте сначала свой клей на какой-нибудь маленькой другой вещице. А если вы любите поэкспериментировать, попробовать что-то новое, для вас это хобби, времяпрепровождение такое, почему нет? Можете попробовать и домашние способы, и, может быть, их можно довести до идеала, потратив кучу нервов и заготовок. Если вы пользуетесь способами с герметиком и вот этим вот строительным силиконом, и у вас все получается, круто! Расскажите, пожалуйста, в комментариях о нюансах и почему у меня-то не получилось. Я уверена, эта информация точно кому-то окажется полезным. Надеюсь, и мое видео было для вас сегодня полезным. Я вас вот так вот люблю. Пока!